Друзья, всем привет! Ну что, сегодня у нас обзор на новую интересную камеру, а именно на камеру с солнечной панелью. Погнали! Итак, что же это за диковинный зверь у нас такой сегодня? Это у нас Wi-Fi камера, камерка неповоротная, она крепится просто к стене или к потолку условно, и отдельно к ней подключается солнечная панель. Внутри этой камеры изначально будет стоять аккумулятор. Тут написано так на коробке. У нее есть функция распознавания человека, Human Shape Detection, инфракрасная подсветка, обратная связь, аудио. Она водонепроницаемая и у нее есть слот под SD-карточку. Туда можно ставить карту. Модель данной камеры TD3GK2 Wi-Fi. Камерка у нас по Wi-Fi на 2 мегапикселя. Как обычно, работает все это дело с приложением iTCE. Мы покупаем все это дело у нашего любимого продавца на Алиэкспрессе Anbiux. Ссылочку на эту камеру и на многие другие я оставлю в описании. Ну, а что по техническим характеристикам на коробке еще? Моделька TD3 работает только с частотой 2,4 ГГц по Wi-Fi, сделана из ABS пластика. Внутри стоят два аккумулятора 18650, камерка у нас Full HD, 2 мегапикселя, угол обзора у нее на 110 градусов и температурные режимы минус 10-55. Хотя, как показала практика, такие камеры нормально работают и при минус 30. Ссылочка про это будет здесь, кому интересно, посмотрите. Внутри в комплекте у нас идет солнечная панель, зарядный кабель, инструкция по эксплуатации, камера, крепеж, да и все. А теперь посмотрим, что внутри. Итак, открываем. Нас встречает пузырчатая такая вот защитка. И под ней сразу же лежит солнечная панель. Солнечная панель, как вы видите, не огромная. В принципе, она вон размером чуть больше ладошки. С крепежом, сразу с проводом длинным. И на конце провода у нас USB Type-C. Прикольно, можно будет даже телефон заряжать, если камера не потребуется. Инструкция по эксплуатации. Все на английском языке, но сразу могу сказать, что инструкция здесь видна для другой камеры. Наверное, они универсальны, потому что здесь нарисована поворотная камерка. И то, что вставляются отдельно в нее аккумуляторы, в солнечную панель. Я эту камеру уже на самом деле смотрел и скажу, что здесь это реализовано по-другому. Два крепежа. Отдельный крепежик у нас идет под солнечную панель. И второй крепежик по такому же принципу идет для камеры. Просто USB кабель, чтобы ее заряжать от зарядного блока. Кстати, зарядного блока в комплекте нет. Крепежики. И самое интересное — это камера. Камерка, как вы видите, это небольшая. Опять же, размером с ладошку. Давайте посмотрим, что по самой камере интересного. Снимем защитную пленочку, она нам больше не потребуется. Перекипела. Итак, что мы видим? У камеры идет объектив, скорее всего 3,6 мм, это видно. У него идет два светодиода, сверху идет два инфракрасных светодиода. Эта камерка у нас может работать просто в режиме фонарика, а может и полностью видеть в темноте, она с ночным видением, СК. Объектив, датчик освещенности, сверху идет отверстие микрофона. И если мы посмотрим, здесь идет такая вырезка по контуру. Тут пир-датчик, датчик движения. И работа этой камеры, как выяснилось, реализована достаточно интересно. Об этом расскажу позже. С обратной стороны у нас идет динамик, место для крепления кронштейна и такая вот заглушечка. Причем заглушка двойная. Ее можно открыть целиком. Здесь внутри две кнопки. Включить, она же выключить, сброс, слот под карту памяти и слот под кабель USB Type-C, от которого питается данная камера.
Ну, опять же, напомню, у нее внутри два элемента 18650, и она довольно-таки увесистая за счет этих батареек. Что по поводу самой крышки? Крышка, как видите, у нас открывается, чтобы везде сюда долезть, но в то же время в крышке есть еще и маленькая крышка. В дальнейшем, когда мы повесим камеру, мы вот так вот все это дело закроем, сюда воткнем провод, и все будет хорошо изолировано. Итак, что же по принципу работы данной камеры? Реализован он достаточно интересно. Значит, как я уже показал, вот здесь у нее идет датчик движения, пир-датчик. А когда эта камера висит и перед ней никто не ходит или ничего не происходит, эта камера засыпает и не производит съемку на флешку, как другие мои камеры. Она постоянную запись на флешку не производит. Она засыпает в целях экономии энергии, чтобы не тратить два своих аккумулятора 18650. Но при этом к ней, допустим, вот подключена солнечная панель. Вот висит камера и висит панелька. Заряжает внутри два этих аккумулятора. А после того, как уже перед датчиком появляется человек, если у нас включен Human Shape Detection, или что-то происходит, какое-то препятствие, камера просыпается, включается, у нее срабатывает режим тревоги, и уже в режиме тревоги она записывает на флешку. Если вы с приложения откроете и зайдете, посмотрите, что там происходит на камере, камера, конечно же, проснется и покажет вам, что там происходит. Но стоит вам выйти, и через 15 секунд она снова засыпает. Таким вот образом, как уверяет продавец, камерка может чисто от солнечной панели и на двух своих аккумуляторах при 10 обращениях в день к ней прожить примерно 180 дней. Проверим, интересно. Я обязательно установлю эту камерку у себя на участке и посмотрим, сколько же она проживет на своих аккумуляторах и на солнечной панели. Ну что, а теперь мы попробуем подключить эту камерку к мобильному приложению, посмотреть, что там за интерфейс интересный. Мы попробуем подключить ее к компьютеру, посмотрим, есть ли у нее разного рода скрытые настройки. Испытаем ее в темноте, ну и в целом повесим ее на участке и посмотрим, как же она снимает, какая же у нее картинка. Поехали! Берем нашу камеру и вешаем на сарай, прямо под самый козырек. Там до нее не будут доставать ни снег, ни дождь, так она проработает гораздо дольше. Вешаем камеру на стену, а на крышу крепим солнечную панель. Она, я думаю, осадков бояться не будет. Направляем ее, конечно же, прямо на южную сторону, на солнышко. Итак, переходим к нашему приложению ITC. Вот я добавил нашу камерку, она подписана как SAT, и обратите внимание на ее состояние. Все камеры онлайн, а это в состоянии sleep, она спит. Выбираем эту камеру. И вот камерка успешно проснулась. Как видите, камерка работает, смотрит на сад, угол обзора достаточно большой, она полностью осматривает весь наш сад, видны наши высокие грядки, и кусты, и деревья. В общем, все отлично. Угол обзора вполне хороший. Возможно, он и есть 110 градусов, как нас уверяет продавец. Ну а по приложению ITC что можно сказать? На первый взгляд мы видим стандартный функционал, как на других камерах, которые мы обозревали до этого. Здесь есть под экраном кнопочка микрофона. Нажав ее и нажав на кнопку, вы будете говорить из камеры. Можно включить динамик и слышать, что там происходит на улице. Можно снять принудительно фрагмент видео, и оно сохранится себе на мобильный телефон. Также можно сделать фото и переключиться между режимами Full HD и SD. Напомню, камерка эта у нас идет на 2 мегапикселя. Что еще мы здесь можем увидеть? Мы можем увидеть меню «Облачная запись». Это нам, как обычно, предлагает продавец, наверное, облачное хранилище, которое стоит достаточно больших денег, и я им не пользуюсь в принципе. Взгляните на карту памяти. Здесь мы можем видеть записи, которые сохранила у нас камера. А про это я уже рассказывал, то что камера не пишет на флешку на постоянной основе. Она пишет только тогда, когда кто-то проходит непосредственно по двору. Вот мы вчера покрывало
от бассейна, крышку от бассейна вешали сушиться. Как только мы вошли в зону действия, сразу камера начала писать. Для примера следующее видео. Тоже вот кто-то топтался, попал. Ну и дети бегали вокруг. Как видите, камерка срабатывает только на движение. На постоянке она не пишет. Следующая менюшка — это световая тревога. Здесь мы устанавливаем настройки, которые мы хотим увидеть при сработке тревоги в ночное время. То есть, чтобы она либо ничего не происходило, либо включала обычные светодиоды, переходя с инфракрасных на обычную подсветку, как прожектор включала в человека. Либо еще можно выбирать громкость. Вот в настройке напоминания будет камера говорить, что alert alia, please leave. Тем самым, ну и выбирать еще разные виды слов. Тем самым камера будет какую-то реплику говорить на человека при тревоге. Камерка эта, я напомню, у нас идет на аккумуляторах, то есть она не включена в сеть. И чтобы посмотреть заряд аккумулятора, надо просто нажать на изображение. Тем самым появляется менюшка, и мы сверху видим, что у нее 100%, и на флешке еще 29 гигабайт свободного места. Здесь стоит флешка на 32 гига. Кстати, камера на момент записи этого видео висит уже неделю и работает неделю. А все еще 100%. Но я вешал ее полностью заряженной на 100%. Вот и проверим. Продавец обещал, что она проработает от панели от своих аккумуляторов в таком режиме при 10 срабатываниях в день 180 дней. Ну, посмотрим. Сейчас лето, хорошо, солнышко светит. Что же будет дальше? Переходим в меню. В меню мы здесь можем увидеть название камеры и изменить его как нам надо. Поставить пароль, выбрать язык. По умолчанию стоит английский, но, как вы видите, менюшка у нас на русском. Все просто скачивалось с Play Market. Умная тревога. Мы можем включить и выключить запись по умной тревоге. Ну, также человеческий тест и любые другие обнаружения. Параметры аудио-видео. Здесь мы можем выбрать, как камера будет у нас висеть. Когда она у нас висит не так, как я повесил, а под углом, то ее можно изображение отразить сверху вниз или повернуть слева направо и так далее. Установки освещения, которые мы с вами уже рассмотрели. И настройки SD-карты. Там, где у нас полностью будет показываться уровень накопителя и оставшееся свободное место. Также нам предлагают облачное хранилище, добавить ярлык на рабочий стол и меню об устройстве. Здесь мы можем видеть серийный номер устройства, это для подключения к компьютеру через Cloud ID либо IP, версию устройства, версию прошивки и так далее. По мобильному приложению все, больше здесь ничего интересного нет. Теперь попробуем подключить эту камеру с компьютера. Итак, запускаем приложение VMS для видеокамер. Приложение CMS, к сожалению, данная камерка не подключилась, поэтому пробуем в VMS. В VMS она подключилась исключительно по IP, поэтому надо понимать, что по Cloud ID данную камерку, к сожалению, подключить не получится. Ну и да ладно. Все равно можно пользоваться и через мобильное приложение. Либо если вы в одной сети, то по IP, по Wi-Fi можно подключиться с компьютером. Удаленно же через интернет, к сожалению, у меня не получилось. Что же по скрытым настройкам? Заходим в конфигуратор и видим, в первую очередь нас интересует меню «Настройка сети». Здесь у нас прячутся все основные фишки. И здесь есть только подключение по TCP/IP, облако, NTP и непосредственно сама Wi-Fi сеть. Таких вещей, как отправка фото на электронную почту, видео на FTP сервер и тому подобных плюшек, здесь, к сожалению, нет. Ну а нет, наверное, потому что данная камера при неактивном использовании уходит в сон, она засыпает. Возможно, из-за этого, чтобы не тратить аккумулятор, данные функции здесь, к сожалению, не реализованы. Ну а вот так данная камера видит в темноте в режиме инфракрасного видения. Как видите, освещает она очень даже неплохо. Сам участок, как в длину, так и в ширину, примерно 40 метров.
и все отлично просматривается. Я, честно говоря, ожидал гораздо худшего результата. Ну что, дорогие друзья, очень даже интересное решение. Повесили на участке где угодно, не надо тянуть ни провода, ничего. Камерка висит, снимает. Главное, чтобы была в зоне действия Wi-Fi. А так, очень даже интересная штука. Даже при условии, что у нее нет ни FTP-сервера, ни отправки на электронную почту. Наверное, из-за того, что она засыпает, это здесь и обрезаны эти функции, не реализованы. Как я уже говорил, беру я все эти вещи на Алиэкспрессе. Ссылочку на эту камеру и на все другие я, конечно же, оставляю в описании. Также переходите по ссылочке вот в этот плейлист. Здесь очень много интересных разных обзоров на другие модели. А так, об этой камере сегодня все. Кому было полезно и интересно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заглядывайте в описание, а мы продолжаем. Всем пока!